Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за прямым эфиром на канале Александр Шелест, на канале Алексея Арестовича. Всем большое спасибо за то, что вы знаете, что нужно делать, как поменять настройки страны и как оставаться в курсе и на связи. Алексей Арестович на связи прямо сейчас. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, прямо уйма вопросов, неимоверное событие, кажется исторические, или, по крайней мере, многие так делают вид, что они исторические. Я буквально займу полминутки традиционно, пока граждане собираются для того, чтобы эту ситуацию, которую сегодня мы переживаем, вот буквально в режиме прямого эфира, это действительно только Алексей Арестович может прокомментировать, поэтому потерпите буквально мне 30 секунд. Я скажу, что QR-код, который возле меня, это возможность непосредственно на экран как бы влететь со своим текстом, вопросом, предложением, если работает сервис. Хочу всех поблагодарить за супер-стикеры, супер-чаты, если работает у вас эта функция в стране. Также два слова о формате. В сообществе YouTube уже целый опросник для финальной части программы. Люди оставляют заблаговременно свои вопросы. Потом мы переместимся к вопросам из сообщества, закрытого клуба Шелест и чатов. Внимание, чатов. Сначала чат Александр Шелест и чат Алексея Арестовича. В общем, милости просим, будем дискутировать, будем общаться. Это будет вот в финальной части программы. А начать я предлагаю традиционно с опроса. Он звучит таким образом. Закончите, пожалуйста, предложение. Переговоры в Стамбуле – это... И варианты ответов. Фиговый лист капитуляции Зеленского. Последний шанс. Дальше будет только хуже. Игра в затягивание. Стамбул-2 в принципе это блеф. И еще один вариант. Это неизбежность. Трамп срыва вот этого не простит. Вот такие замысловатые варианты, и правда нужно разбираться. Трамп намекает, что он полетел в Саудовскую Аравию, а может залететь и в Стамбул. Зеленский говорит, я лечу, я вот вышло обращение тоже, говорит, мы за мир всегда были и постоянно за мир, и вот если Трамп заедет, как замечательно будет. Что это за игра, Алексей Николаевич? Ну, давайте так. Значит, больше всего меня веселит не сама игра, которую никто не может понять до конца. Ее все плодят версии в огромных количествах. А реакция публики. Я всегда смотрю на реакцию широких народных масс и особенно говорящих голов. То есть дилеров общественного мнения. Я смотрю, человек 3 года изощряется, и чем дальше война, тем больше изощряется некий человек или там группа лиц по предварительному сговору. Изощряется в том, что ни грамма проклятой России. Будем воевать, не щадя живота своего. Война на десятилетия. Мобилизовываем женщин, кошек, детей, собак, значит, там, муравьев, да, траву, земляных червей и прочее, прочее. И будем воевать, пока не сотремся. И пусть мы все погибнем, но мы не уступим. Щелчок. Верховный Зе объявил, что надо хвалить переговоры, который он сам же отрицал. И до сих пор, это банальный аргумент, его уже использовали все, но мы обязаны его, чисто по причинно-следственным связям упомянуть, не отменил свой собственный указ о запрете переговоров с Путиным. Как бы нарушая свой указ, радостно мчится в Стамбул. И вот, несмотря на все это, по команде переключается рычажок, зима, лето, тумблер, и начинается, да, рассказки, как мудр вождь, как он ловко подловил Путина. Как соединенными усилиями с Трампом, подождите, еще же вчера Трамп был плохой. Вы же вчера ругали его за колониализм, но тут уже сделка произошла. Блин, зараза, неудобно. Трамп с утра был импотентом, но сказали, что Трамп, Солнцеликий сказал, что надо, что он заедет в Стамбул, и уже они с Трампом, и все так дружно раз кораблик развернули, и все уже хотят Трампа, и с Трампом вместе они победят проклятого Путина и так далее, и так далее. Самое будет смешно, если договориться Зеленский и Путин. Я вот представляю себе, взяли и договорились, к примеру. Значит, Зеленский и ну что? Путин. Да, ну вот договорились они. Вышли и сказали, все, мир, перемир и так далее, и так далее. Что тебе будет делать кораблик? Надо доворачивать. Надо будет говорить уже, что Путин и Зеленский нашли в себе политическую мудрость, спасти и так далее, и так далее. Поэтому
Меня считают специалистом по переобуванию. Друзья мои, я к этой школе близко не подходил, которую вы сейчас демонстрируете, да, с переобуванием. Что сам, что само небритое солнышко, что все его дружные Пицпивовичи, да, которые там радостно нам рассказывают, как вот Трамп, который еще месяц назад был исчадием ада, и еще с утра был полным подонком, импотентом и так далее, сегодня с Зеленским, галантерейщик как кардинал, еще чуть-чуть установит этот самый долгожданный мир. Поэтому каких я версий только не наслышался за эти двое суток. Причем это же версии, которые не в ленте Фейсбука плодятся, и не в телеграм-каналах. Это версии вот международной дипломатии. Я с ними со всеми на связи. Спрашиваю, ребята, как оно вообще, ничего? Саша, что я только не слышал? Значит, давайте я перечислю, хотите? Потому что в том или ином варианте они ходят по цепи кругом, и потом в фейсбуках народ питается этими объедками. Они же берутся не случайно, они сообщаются под страшным секретом всегда. Хотите? Перечисляю. Значит, Конечно, самая, да. самая патриотическая версия. Россия сдохла. Она не может воевать. Послезавтра она скончается в страшных мучениях. А если сейчас ужасный Мерц объявит какие-то там санкции, и Трамп добавит какие-то санкции, а обязательно он в Саудовской Аравии договорится, чтобы нефть еще упала, Россия треснет и разлетится на тысячу кусков, и можно снова доставать из шкафа эти карты, где украинские патрули патрулируют Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, поделили Россию, и радостно теперь немцы пьют шнапс на Красной площади. Ну, это одна из версий. Россия не может воевать, у нее нет экономической спроможности. Вторая версия звучит так. И вот все уже договорено. И в Стамбуле в четверг все точно подпишут, потому что Путин поломался. А поскольку вышел представитель МИД Китая и сказал, что он за 30-дневное перемирие, все против Путина, весь цивилизованный мир, наконец-то мы его обломаем. Апа! Как наш президент его подцепил, и все остальные по цепочке присоединились. Трамп, Европа, Китай, все. И даже острова Науру не беру, все против Путина. И, конечно, он поломается, конечно же, он поломается. И что? И немедленно в четверг подпишет полную капитуляцию. Это одна версия. Вторая версия звучит так. Ерунда. Китай, США, Путин на троих договорились, что после демарша в овальном кабинете Зеленского и после того, как он побежал к Европе, а Европа начала его пестити и лаготити и рассказывать, да, что ты теперь будешь тараном против Трампа и Путина одновременно, значит, решили обломать и Европу, и Зеленского, договорничок разыграли, поставили его в условия, когда, если он не едет в Стамбул, то значит он против Трампа и Китая. Если он едет в Стамбул, вернее, не как это, то он как бы против Европы, которые его друзья. И вот он поехал в Стамбул или сказал, что он поедет в Стамбул. И теперь все вот как же, как бы что же выступил против Европы, а значит Трамп более влиятельный, значит Китай более влиятельный, значит деваться ему некуда, тотальная зависимость от Трампа и так далее, и так далее. А все остальные версии, это вот две основные, я вам даже перечислять не стану. Что вот коварно договорились там, чтобы индо-пакистанский конфликт тоже с этим очень связан и так далее, и так далее. И я сегодня написал пост. Пост звучит так, что когда собаку кидают палку, собака смотрит на палку. Когда во льва кидают палку, он смотрит на того, кто кинул. И цену человек себе назначает сам, даже если на палке написано «Стамбул». Не надо спешить. Послание это таково. Урбис энд орбис. Не надо экс-кафедра, не надо спешить реагировать на все эти версии. Поверьте, люди, которые имеют куда более полный доступ к информации, чем вы, кроме своей ленты Фейсбука, большинство из вас, они до конца не могут понять, что происходит. Но мы можем не следить за вот этими подергиваниями, да, как это, лески на подпрыгивание червя. И это всего лишь забавный паноптикум, который показывает, что люди, которые кричат про продолжение войны, на самом деле хотят ее конца сильнее, чем те, кто просто последовательно выступает за мир. Потому что сколько они выбросили по поводу возможного прекращения огня, еще с утра ругая Путина и желая продолжения войны, это вот очень показательная история. Что все это деланная история, что все хотят конца войны на самом деле. И как только малейшая возможность, эфир взрывается конспирологическими версиями, но все они сводятся к одному. Как бы хорошо было бы, чтобы закончилась война. Вот. Но если сделать два шага назад, выдохнуть в зону тишины и посмотреть на поле, которое ничего не меняется. Путин не достиг ни одной цели так называемой своей специальной военной операции.
Вот. Про нас и говорить нечего. Трамп в абсолютной растерянности, где-то хохочет Си Цзиньпинь. Вот реальный расклад. Теперь смотрите внимательно. Будет прекращение огня или не будет прекращения огня, ничего не меняется. Причины войны не устранены. К ним даже не подходили близко, к ним даже не притрагивались. Временное прекращение на месяц, на полгода, на год, на два однозначно означает вторую войну, пока не будут устранены причины войны. Теперь вопрос. Мы хотим работать с причинами войны или мы хотим все дружно отчитаться о промежуточной победе, потому что мы, видите ли, подписали прекращение огня? Поэтому у меня нет никаких иллюзий. Конечно, приятно, когда никто не стреляет 30 дней, но пусть еще не постреляют 30 дней. Но то, что к причинам не притронулись, а значит, это не мир. Это мина под мир, которая взорвется второй раз. Будет вторая война, это однозначно. Вот и все. Смахивает все на какую-то загадочную, закулисную игру. Ну, началось все с наших вот этих гостеприимных, как это, гостеприимных поездов, салфеток и ложечек, Да-да-да. развеселых Мы анекдотов. спрятали муку, из которой мы хотели делать блинчики, потому прекрасная украинская мука, которую нам подарили, и мы начали вот мешать, замешивать сами муку. И тут, как ни кстати, ворвались журналисты. Ну что ты будешь делать? Да, это Алексей Николаевич шутит по поводу муки, которая выращена там на разминированных полях. Вот это вот там Да, да, да. Севериденко или кто там носилась, кому-то Да. дарили. А, этому принцу дарили на Пасху, принцу Гарри. А, Началось все с этого. И с некоего ультиматума Путина, на который последовал ответ субботу ночью, с субботы на воскресенье. Ответ четкий и понятный, прямые переговоры. До этого конкретного предложения о прямых переговорах речи не шло. Все апеллировали к партнерам, посредникам, даже Трамп и то выбирал посредников, мы помним. Идеи такой о прямых переговорах не было. Если мы классически восстановим схему, Путин предлагает прямые переговоры, Трамп говорит, вы должны немедленно согласиться, я за, ура, будет большая неделя, вот эта, которая наступила и идет. И Зеленский, который сейчас вообще за мир, сейчас просто что-то неимоверное с ним происходит. Буквально с вашего позволения, если это, ну, там, это долго времени, много времени, как говорится, не займет. Вот Зеленский, да, вот он, вот его, так сказать, публикация. Это же тоже, это же просто потрясающе. Сначала он говорит, что, ну, в общем, первое, только что услышал Трампа, очень важные слова. Я поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня. Я поддержал Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. В чем здесь Трамп? И, конечно, мы в Украине все хотели бы, чтобы он был вместе с нами на этой встрече. Дальше с Эрдоганом поговорил, дальше выходит с обращением. И, собственно, на что он делает упор? Да? Он делает упор, что, к сожалению, мир до сих пор не услышал ясного ответа с России, что касается многочисленных предложений остановить огонь. Российские обстрелы, штурмы, они продолжаются. Москва весь день молчала по поводу перемирия и по поводу прямой встречи. Очень удивительное молчание. Все равно нужно будет России заканчивать войну. А финальный, ну вот финальный абзац. Украина не хотела этой войны ни одной секунды от ее самого начала. Мы с партнерами вместе печемся о безопасности. Мы вместе готовим надежную основу для установления мира вместе. В общем, понятно, все вместе. Трамп, судя по публичным заявлениям, привязан, не знаю, цепями, такими канатами к Зеленскому. Ермак, что написал там вообще тоже, да, вот он, лидерство Трампа и Зеленского. Вот, смотрите. Кажется, что это цирк на самом деле. Потому что эти все мощные лидеры, которые к нам приехали в субботу в Киев, там прохаживались, прогуливались, а теперь выкатывают ультиматумы друг за другом. Немцы, французы, Макрон, Мерц, да, вот это все. Они же постоянно тоже были на телефоне с тем же Трампом.
Да и Путин ночью выходил с заявлением, тоже, по всей видимости, многие догадываются после разговора с Трампом, может, с Си, может, ну, с кем-то созванивался точно. Вам не кажется, что это все такое шоу и представление? Но перед чем? Перед срывом? Смотрите, мы не знаем, сорвут ли или подпишут. Посмотрим. Здесь важно другое. Вот это все забалтывание с нашей стороны. Причем это же чистые нарративы Арестовича в эфирах у Шелеста. Одна из причин, по которой против нас с вами ввели санкции, это признание необходимости или требование необходимости прямых переговоров. Чтобы они это сказали, а не кто-то другой. Конечно, да, да, да. Ну, надо же, надо, как бы Шелест и Арестович не имеют права, это только солнцеликие имеют право, правильно? Раз. А во-вторых, все это забалтывание, и его будет еще больше. Его будут все заливать этим забалтыванием. Про лидерство, про ответственную политику. Имеет только одну цель под собой. Чтобы не вспомнили Стамбул 22 года. Потому что тогда им нечего ответить на страшный вопрос, зачем воевали 3 года. Если в Стамбуле в 25-м все удастся, зачем было тянуть 3 года со Стамбула 22-го? Тем более, что ситуация при Стамбуле-1 была куда более благоприятна для нас и неблагоприятна для Путина, чем ситуация при Стамбуле 25. А если Стамбул 25 сорвется и выяснится, что Стамбул 26 или Стамбул 27 еще для нас хуже, снова возникнет вопрос, а почему 5 лет назад не подписали? Поэтому забалтываться будет все. Пойдут в ход все приемы демагогические, пропаганды, все что угодно, чтобы только не сравнивали Стамбул-22 и Стамбул-25. Потому что у них нет ответа, зачем 3 года надо было продолжать войну, убить еще десятки и сотни тысяч людей, развалить экономику нахрен и добиться того, что страна еще больше оккупирована, еще более обескровлена, еще более развалена. Заметьте, в Стамбуле 22-м еще ни один объект энергетики не пострадал у нас И города сегодня. целые были. Города были целые и так далее, и так далее. Еще ни одного города не взяли. Ну, Херсон только взяли. Вот и все. Поэтому Мариуполь там добирали. Поэтому это забалтывание. Ответа на вопрос, а что же вы в 22-м году не подписали? Чего вы добились за эти 3 года? Зачем пожертвовали десятками тысяч жизней? Сотни. Вы понимаете, зачем? Я понимаю, как. Ну, как-то мы У все... Байдена, у Байдена и Джонсона им объяснили, что сейчас мы поделим Россию, как бы, да, все очень просто, да, еще немного, еще чуть-чуть. И все, и вы будете там, как носить шапку Мономаха и отрезать по куску от Кремлевской стены. Она так стала себе гадалась. Вот и все. Поэтому настоящий Стамбул, честный, это собрать всех вдов, всех погибших солдат, всех матерей и объяснить им или выступить перед нацией, почему в 25-м он призывает подписать то, что он отказывался подписывать в 22-м, когда оно было уже готово. Арахамия аж подписал промежуточное соглашение на тот момент. 9 апреля должна была быть встреча Путина и Зеленского, где война должна быть остановлена. Откуда родились знаменитые 2-3 недели? Потому что я знал сроки, я был участником стамбульской группы. 9 мая должна была быть встреча. А вы знаете, почему Путин поставил на 15 число? 15 мая возобновление. Нет. Потому что 15 мая 22 года прекратила работать общая группа. Она работала, несмотря на Бучу, как нам объясняли, еще 1,5 месяца. И прекратила свою работу 15 мая 22. Он возобновляет, по сути возобновляет, с того же чистого листа. Специально, чтобы ткнуть всех в то, что если договоренности в Стамбуле будут достигнуты, они будут достигнуты с той же датой, только с разницей в 3 года. А зачем? И они это обязательно спросят. И у нас начнется свист улюлюканье, очень сильный во все децибелы, только с одной целью. Чтобы никто не задавался вопросом всерьез, зачем было эти 3 года? 22-25. Зачем? Что они дали? Ничего. Полная бессмысленность этих 3 лет, которые возглавляли, с улюлюканьем махали флагами, бежали вперед и только добавляли флаги на кладбищах, это самый страшный вопрос, на который боится отвечать Зеленский. Поэтому будет очень много бравады, будет очень много рассказов, что мы победили Путина, что Трамп с нами, что вот Китай и так далее. Вся эта чепуха только чтобы замаскировать один вопрос. Зачем были
эти 3 года? Зачем все жертвы и усилия? Логично, но поможет ли? Смотря кто будет ставить вопрос. Когда его поставит Арестович, все будут шептаться по кулуарам. Когда его поставит Путин, а он обязательно поставит, иначе бы он не возобновлял 15 мая, ровно в ту же дату, петлять будет сложнее. Поэтому придется делать что? Рассказывать, что Путин негодяй, сволочь и подлец, а россияне вообще не люди, биологический мусор, и их вообще не надо слушать. А кто слушает, тот плохой. Надо санкции наложить. И вообще забыть русский язык каждый день по 100 слов. Так делает настоящий патриот. Но проблемка никуда же не денется. Если с Путиным подписали мирное соглашение и вообще идут к мирному урегулированию, то совсем обзывать Путина каждый день плохим не получится. А если вы туда едете, в этот Стамбул, только для того, чтобы устроить подобную же истерику в овальном кабинете и заработать баллы внутри страны, а мир не предполагается, то вы мало того, что вы лицемеры, вы еще и убийцы, потому что снова появляется возможность остановить огонь, вы призываете к остановке войны, все эти слова, а потом срываете это заведомо, мягко говоря, нелицеприятным поведением, которое не способствует, заранее запланированным, как в овальном кабинете, которое не способствует установлению взаимопонимания сторон и позитивного соглашения. Правильно? Потому что если он будет истерить так с Путиным, как он с Трампом, он ничего не добьется. Он добьется обратно. Теперь вопрос, зачем он вызывает Путина в Стамбул? Потому что он точно знает, что Путин не приедет, и он такой храбрый. Или потому что знает, что он приедет, и будет еще одна истерика по типу в овальном кабинете. Чтобы хомячки в Украине поддержали, а сколько хомячков после этого погибнет, и их родственников, они же хомячки так далеко не думают. Правильно? Если включить и отключить вот эту всю, ну, это цыганский гипноз, вот это все махание руками, когда у тебя вытаскивают самую крупную купюру из кошелька, ну, у них такая, Мгм. ну, у ромов, да, вот такая есть практика, то логика подсказывает, что Путин вообще вот эта пауза, да, вот Россия молчит, молчит Россия, он ее поддержит, поддержит, а потом кто-то, но не лично Путин, выйдет и скажет отворот-поворот. Песков сегодня что-то подобное пытался сказать, что с Россией не разговаривают языком ультиматумов. Как вам кажется, все-таки Путин может согласиться или это, ну, это too much? Смотрите, вы должны понять, не вы, Саша, а наши зрители должны понять очень важную вещь. Путин может согласиться. Он может согласиться на 30-дневное перемирие, потом сделать его 60-дневным, потом 90-дневным, потом 120-дневным и вообще прекратить войну на некоторое время. Полностью. И сейчас даже не важны причины, по которым он сделает это. Сговор с Китаем, сговор США, Китая против Европы, там миллион вариантов, это абсолютно не важно. Важно, что причины, которые привели к войне, не только не устранены, их даже не касались, их даже не называют. Называют только Путин, у нас не называют. Это значит, война повторится. Война 100% повторится, 27-й, 28-й, 29-й. И скорее быстрее, чем, я думаю, 27-й. Быстрее, чем позже. 2 года им на реформу вооруженных сил, на перестройку экономики, на дождаться и запустить и раскачивать определенные социально-политические процессы внутри Украины. Ну, в частности, массовый отток граждан в период между войнами. Что сбегут все. Если у нас военные говорят, причем отлично воюющие, причем герои Украины недавние, говорят, что я выйду и вывезу всех своих побратимов, то можете представить, в каком кондиции будет встречать войну Украина в 27-м. Когда отсюда смылась половина людей с боевым опытом, да, куча граждан, а Россия, поскольку это централизованная, хорошо управляемая держава, только накачает силу. Все эти 2 года она будет рассказывать, что она вот-вот развалится, что гиперинфляция убьет Россию, что экономика просто на бекрень. Я всегда говорю этим людям, когда вообще с ними приходится говорить, смотрите, Иран под санкциями больше 40 лет. Санкции не чета российским, намного хуже. Иран ведет 3 региональные войны одновременно, и с ними никто не знает, что делать. Трамп хуситам уступил, не то что Ирану. Как же так? Выдержал кучу внутренних потрясений за последние 5 лет. В Иране там 3 попытки революции. Многонедельные бои с полициями, силы безопасности демонстрантов и так далее. Постоянное восстание, постоянная позиция. Тем не менее, вы думаете, Россия менее прочная, чем Иран? Ну,
Недавно мне попалась в интернете интересная нарезка из выражений наших политиков 21, 22, 20 год, 19. Такая нарезка подряд. Там, где все эти генпрокуроры типа Луценко, там и все остальные. Путин панически, Путин умоляет про переговоры, тогда говорили. Путин просит про переговоры. Путин на коленях благая промована и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот они это все кричали, когда Путин хотел договориться по-человечески. И напросили войну. Напросились на войну. Сейчас будет то же самое. Украинский паттерн, ведущий политический, не меняется. Потому что антипроект, в котором живет Украина, не меняется. Соответственно, не может измениться ни уровень понимания, ни риторика, ничего. Это всегда следствие проекта. Смотрите, как это устроено. Человек просто не просто сидит в антипроекте или в другом проекте и дозревает до какого-то ума. Его картина мира формируется антипроектом. Чтобы прыгнуть за картину мира, за флажки, увидеть реальность, как она есть, нужно сменить проектность, готовность на это проявить. А это удел очень немногих людей, которые способны на такую трансформацию психику, на такой уровень внутренней и внешней честности, чтобы увидеть правду, причинно-следственной связи. Вы радовались приезду европейских лидеров? Они предлагают страшные санкции. Давайте поговорим об этих санкциях. Что они Давайте. предлагают? Вот что они предлагают? Давайте. Вот я к зрителям обращаюсь. Ничего. Они предлагают тот же там 19-й пакет санкций с какими-то там увеличениями, который ничего принципиально нового по сравнению с 22 годом. В то время как ситуация от 22 года даже на поле боя радикально отличается, я уже не говорю геополитическая. Если бы они реально хотели помочь Украине, они бы предложили нечто радикально новое, соответствующее обстановке в армии. Есть такое понятие в науке управлять военной. Действие, соответствующее или не соответствующее обстановке. Это действие, не соответствующее обстановке. Переводится это фуфло. Можно сбрасывать в мусорную корзину. Вот. Оружие. А какое оружие вы собираетесь давать? У вас есть оружие в Европе? У вас оружие появится через 4-5 лет. Там вовсю заработает ваш ВПК. Они действительно увеличивают численность армии. Они запускают ВПК, но все это время. Время. В то же время уже анонсированы закупки российского газа и нефти. Двое из этих людей, Франция и Британия, не закупают, а вот Туск и Мерц вполне себе отвечают за закупки российской нефти и газа, то есть пополнение бюджета российской армии, который используется против Украины. Вы с ними тёмаетесь засос, ребята, в шахедах и баллистике, которая летит вам на голову, она куплена в том числе и произведена и используется на деньги, которые заплатили вам ребята, которым вы лезете в объектив. Смотрите, украинцы очень любят, есть такая часть украинцев, которые приверженцы антипроекта, они же что любят делать? Им показывают видео, как в Харькове сотрудник военкомата ТЦК бьет человека в печень ни о чем, просто так, еще так воровато оглянувшись по сторонам. А, И говорят, да так и надо, это же все для победы. Харьковский ТЦК плюет им в харю, говорит, да, это просто был результат конфликта. Хотя отлично видно, что это не результат конфликта, абсолютно хладнокровное решение. Когда тебя обидели какие-то слова, хотя видно, что пострадавший молчит, ты не оглядываешься по сторонам, да, ты можешь ударить рефлекторно, да, там в эксцессе, скажем так, и так далее. Хладнокровный совершенно действие удар. Вот люди, засидевшиеся в Украине в антипроекте, они не понимают, что это хуже, чем рабство. Это уже скотство. Они говорят, скотство – это хорошо, все для фронта, все для победы. Окей, потом приезжают парни, которые закупают, спонсируют российский бюджет, российский военный бюджет на суммы гораздо больше, чем они поставляют помощь Украине. И военную, и финансовую. Вы говорите, ну так это же вот вся Европа с нами, она же приехала нас защищать, а не за нас, радоваться нужно этому и так далее. Это память, как у рыбок гуппи, не способная сложить две причины следственной связи. Выходит начальник немецкой разведки, дело давнее, 2 месяцев, но тем не менее, который говорит, да нам выгодно, чтобы Украина воевала как можно дальше, мы за это время успеем подготовиться. О, ну понятно, а что? А подумайте, а вам выгодно, чтобы вы воевали все это время, пока они там готовятся, закупая деньги? Там же Европа стоит в очень простой истории. Она закупает нефть и газ российскую для переработки, вторичной продажи, для спонсирования своей экономики, чтобы выделять деньги, да, в том числе на военное развитие, на бюджетную подготовку. Мы тем временем заслоняем их, истекаем кровью, реальной помощи нам раз-два и обчелся. Ультиматум Германии, мы через 10 часов ведем санкции. Какие санкции вы ведете, что вы можете? 10 часов прошли, Британия, да. да, да, Британия, да, наложила санкции на 100 российских судов Серого флота.
А теперь вопрос, а почему не на все 400, которые вы утверждаете? Потому что Индия сказала, что не надо. На какие суда вы наложили? Куда плывут эти суда, куда они что везут и так далее, и так далее. В этом же надо разбираться. Потому что эти корабли везут нефть в Индию. И Британия против Индии не может выступить ни при каких обстоятельствах. И это не надо быть академиком внешнеполитического анализа. Надо просто иметь совесть и честность, чтобы не закрывать глаза на вопиющие вещи. Вот что украинцы, от чего украинцы добровольно отказались, вот эти вот любители антипроекта, которые сейчас от совести и честности. Вот им можно ссать в глаза буквально, они будут кричать «Божья роса», буквально, как в пословице. Избивают человека люди в форме. Государевы люди избивают гражданского, которого должны защищать. Это так и надо, уклонист. Мы должны все на фронт сдать. Окей. Попирается ногами Конституция. Так надо для победы. Зеленский едет в нарушение собственного указа и решения РНБО, главой которого он является, едет там переговаривать, вызывает Путина, тот самый, не отменив указ, хотя это один росчерк пера, взять его отменить. Ну, там еще 5 минут напечатать бумаги, да и все. Даже это не считается. Да, это все нормально, это вот так вот, лишь бы Путину было плохо и так далее, и так далее. Европейцы закупают запчасти в баллистике и в шахедах, которые летят нам на голову, сплошь европейские, американские, сплошь. Европа продает просвещенные туда запчасти, которые нам падают на голову. На российской военной технике. Спонсируется все это французскими, немецкими, английскими деньгами. Да нет, главное, что вот они походили по улицам Киева, пофотографировались. Вот скажите мне, вы понимаете, что ни одного человека нельзя довести никаким насилием, никакими издевательствами, никаким там самыми страшными пытками довести до состояния, в которое вы себя вогнали добровольно? Это же добровольное решение. Добровольное решение. Отключить мозги. Ну и, конечно, параллельно с этим нам что говорят? Потураев что говорит? Да. Телеграм, средства уничтожения Потураев. украинской нации и украинского Да, да. государства. Порошенко в Телеграме призвал запретить Телеграм. Ну, в общем, они все последовательные у нас, эти политики. Поэтому все эти потураевские абсолютно русскоязычного человека, потуги там сделать цензуру всех соцсетей, чтобы они были только на украинском и так далее. Все эти улюлюканья по принципу, что там, какой там был языковой скандал был недавно с этой блогершей там, и так далее, и так далее. Да? Я не очень помню, как... Алхим, Алхим, да, не Алхим очень помню. уехала Да, да, отдыхать за да. границу, плюнула, сказала, пошли Да, вы. да, 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 да. То Да. есть вы, смотрите, вы систематически уничтожаете Украину. Просто разрушаете ткань украинского общества. Позиции, которые вы сознательно заняли. Вы мечетесь в соответствии с линией партии. Утром утверждаете одно, днем другое, вечером третье. Плодите врагов. Бесконечно. Внутренних, внешних и так далее. По поводу причин войны даже не хотите говорить. На что вы надеетесь? Что в 27 лет, в 27 году, через 2 года у вас потуженьки станет гораздо больше, и вы снесете путинские легионы аж до чего? До Сибири или как? И вам будут там благодарные люди снимать одежду и кидать под колеса украинских танков, да, и цветами забрасывать. На что вы рассчитываете? Вы эту войну продули, в следующую продуете с треском, вообще в ноль. С каким-нибудь взятием Киева реальным там и чем-нибудь еще. И что? Или левобережье. Это не Путин сделает, это вы сделаете. Путин – это следствие. А самое главное, сегодня Юра Романенко опубликовал скрины. Значит, украинцы переписываются в Польше. Поляки такие агрессивные, они специально провоцируют, они вырывают украинские флажки. Они говорят, что быдло понаехало, возвращайтесь в свою Украину, там Волынь, Переволынь и так далее. Как так можно вести по отношению к людям? Не понимая, что поляки даже десятую долю тех практик, которые украинцы, принадлежащие к антипроекту, применяют в отношении своих соотечественников, поляки и десятой части этого не делают. Но поляки ужасно плохие, а мы можем, нам можно. Помните знаменитое видео на прошлой неделе, когда полицейские и военные предлагают из Покровска эвакуироваться, и женщина говорит, я не поеду, меня там на Западную Украину, меня там будут хейтить за русский язык. И вот начинается, значит, я смотрю, как публика реагирует, половина кричит, да нет, это не так, там, значит, вот, там, никого не хейтят, все прекрасно. А другие говорят, да их не хейтить, их убить надо, это же дуны русского мира, это вот сволочи и так далее, и так далее, и так далее. И пишут такие мудрости, типа «царство, разделенное в себе, не устоит».
мудрости пишут люди, которые делают все, чтобы это царство разделилось. А вот это, когда сожгли книжки, издательство «Абрикос», да, сожгла тираж детских книг, написанных на украинском языке, изданной, потому что комментарии были не те. А потом выяснилось, что комментарии запустила конкурентка этой писательницы, которая тоже там пишет какие-то детские книжки, но вот издательство страшно испугалось, что вот за русский язык его заругают, и поспешило сжечь, как они сказали потом в кулуарах, чтобы не сожгли их, чтобы само издательство не сожгли националисты. Вы понимаете, что вы делаете со своей страной? Как вы собираетесь победить? Помните, как победил, боже ж мой, Медея, миф, этот самый миф об Язон, когда из зубов дракона выросли воины, ему подсказала Медея: ты брось в них камень. И они начали сражаться с друг другом. Ребята, вы эти камни с неба горстями вбрасываете в свои собственные стройные ряды. На что вы надеетесь? На Алексей что вы надеетесь? Николаевич, а вот давайте, ну, скажем, попытаемся разобраться. М, Насколько, ну, видится, да, вот Мгм. какой план у Зеленского? Понятно, что самый популярный ответ – это отсутствие какого-либо плана. Ну, его принимают все, как бы, да, нормально, зрители всегда реагируют. Ну, плана нет, ему нужно. Но ведь это же все абсолютно не случайно. Вы на самом деле сказали очень важную, ну, скажем так, сценарную составляющую дальнейшего хода событий. Я имею в Мгм. виду конкретно, там, даже если, условно, гипотетически, Путин ли это будет, там, не знаю, кого-то отправят еще, Трамп вообще может не доехать туда, а Зеленский уже там, а срывать нельзя, ну и так далее. А, И до чего-то договариваются, до вот этой паузы на месяц, полгода, год, два. Насколько я понимаю, Зеленский хочет оставаться у власти все это время. Конечно. Соответственно, вопрос проектности, он принципиально важен. Получается, Стамбул 2 Зеленский должен будет выполнять. Смотрите, Стамбул-2 – это Минск-4. Что было с предыдущими Минском? Затягивали по максимуму, чтобы потом, когда война началась или почти началась, снова сказать, что да, мы их и не могли выполнить, это все было и так далее. Если вы думаете, что с Путиным проканает это в очередной раз, вы очень сильно ошибаетесь. Они уже все прохавали. Сам факт начала войны – это что? Это показывает, что они больше не покупаются на эту историю. Но Зеленский и вот эти патриоты антипроекта, они по-прежнему думают, что будем кидать, а там вот надо сидеть, пока что-то не переменится. Давайте спросим себя, а какой финал судьбы у Зеленского? Вот вообще жизненный финал. Помните фильм «Кинзадза»? Там лейтмотивом проходила одна очень умная мысль, что скрипач не нужен. Скажите, кому нужен Зеленский после окончания войны? Сейчас он за штурвалом самолета, на котором написано «Украина». Хорошо, самолет посадили, война закончилась. Кому он нужен? Для чего? Это не мое сравнение, но был такой Сикорский, глава польского правительства в экзиле. И когда он стал не нужен, с его самолетом что-то случилось вместе со всеми членами правительства. Это примерно судьба Зеленского будущего в том или ином варианте. Как вы думаете, он это понимает? Понимает. Что он будет делать? Он будет тянуть по максимуму. Авось что-то переменится, а вдруг авось что-то перещелкится. Он вцепился в кресло, его интересует, и он ведет, по секрету вам открываю, переговоры только о личной безопасности. Это единственное, что его интересует. Сколько при этом погибнет украинцев? Кому в Харькове дадут поддых? Сколько там Франция и Германия закупают нефти у России? И почему бы об этом их не спросить, когда они пакетики прячут и ложечки? Это уже другой вопрос. Нельзя сказать, что его они совсем не интересуют. Наверное, интересуют в 150-ю очередь. У меня вопрос. Это Зеленский. А вас что интересует, зрители? Чего вы хотите? Где ваши истинные интересы? Сознаете ли вы их? Ваши интересы?
Потому что он будет цепляться в кресло любой ценой, женщин будет мобилизовывать, до 18 лет опустят, все что угодно, но цепляться. Но проблемка в том, что если война по-настоящему остановится, у него не будет ни одного объяснения, почему он до сих пор у власти и выборы не проводятся. Поэтому они уже думают о другом, как выиграть выборы. И вот поэтому санкции против меня, Порошенко и, возможно, будут против Кличко. То есть Зеленский строит то, что на политологическом языке это не эмоции. Это политология. Наука такая называется единоличная диктатура. Вы хотите жить в диктатуре? Вы сейчас говорите, немного диктатуры нужно, потому что война. Хорошо, война закончится. Диктатура уже строится, имея в виду, что война закончится. Иначе зачем против нас вводить санкции? Смотрите, вы говорите, что Арестович слишком много разговаривал. Порошенко ведет абсолютно патриотическую риторику. Дальше некуда. Против него санкции. Я говорю как есть. Говорю предельно жестко. Против меня тоже санкции. Значит, риторика не спасает от санкций. Значит, логика санкций какая-то другая, правильно? А вовсе не то, что ты говорил. Риторика простая. Это выборы. Он строит единоличную диктатуру, уже закладываясь на после войны. На выборы, в которых у него не будет конкурентов. Даже парламентских, даже местных. Не говорим даже о президентских. Кстати, новость, чтобы вы не понимали. Где-то неделю назад наш ЦИК украинский дал разъяснение Порошенко, что санкции не являются препятствием к тому, чтобы избираться. Поэтому и я, и Порошенко можем подаваться на выборы, в том числе президентские, и играть в эту игру до конца, несмотря на санкции. Это для тех, кто сильно радовался, что раз санкции, то Арестович не сможет баллотироваться. Сможет. Вот. Но сам факт, что это, мягко говоря, осложняет предвыборную кампанию, да и вообще любые телодвижения, это показывает, что он закладывается уже строить единоличную диктатуру даже после того, как война будет прекращена. Вы рассказываете, что это только на время войны, и я очень хочу вас посмотреть на время мира. Что вы будете делать с этой диктатурой? Вы выйдете на улицу, вы найдете протест, начнете протест. Вы будете говорить, Украина демократия, нет единоличной узурпации власти. Вы будете это делать? Или вас за 3 года уже превратили в мышей, и вы будете сидеть тихо под ковриком, не возражать? Вы готовы ответить на этот вопрос, любители диктатуры во время войны? Или вздыхатели, потому что это мера, конечно, ну да, можно вытирать ноги об Конституцию, можно даже жопу ей подтирать, но во время войны, а после войны мы обязательно выйдем на защиту Конституции. Я хочу посмотреть, как вы выйдете. Понимаете, нельзя быть беременным наполовину. Диктатура наполовину не строится. Когда рассказывают, что диктатура до времени войны, ну, это только в Древнем Риме был дважды человек, который брал во время кризиса, становился диктатором, решал задачу и потом возвращал. Но он потому и вошел в историю, и все мы его про него помним, потому что это величайшее исключение во все времена. Диктатура, если раз взята, отдавать ее уже не получается. Хочется только больше и больше. Поэтому ваши сказки про то, что да, мы за диктатуру но на время войны, а после войны мы ого-го, ну я посмотрю, как вы ого-го после войны. А теперь внимание, если по некоторым элементам у нас хуже, чем в России, потому что в России санкции вводятся через суд. Да, басманный суд, какой угодно суд, но у нас даже через Печерский не вводится. У нас вводится в виде внесудебной расправы, прямо запрещенной Конституцией Украины, международным правом, конвенциями по правам человека, которые Украина подписала. И вы это все одобряете, то как вы думаете, как вы будете защищать себя от внесудебной расправы, себя, своих родственников, друзей, да просто граждан, соседей, после того, как война закончится? Вы думаете, сразу отзовутся все механизмы? Стены падут, из тюрем выйдут обездоленные или как? Зеленский строит эту диктатуру навсегда. Вы улюлюкаете сейчас, поддерживаете его. А потом будет спрашивать, по ком звонит колокол. Ну, всегда же говорят, смотрите, Янукович был какой, взяли, скинули, свергли. Да, ну я Мы в любой посмотрю. момент, мы украинцы, мы в любой момент соберем Майдан. Вы же Я, слышите этот нарратив. я посмотрю, как они скинут этим Майданом скинут Зеленского. Реакции пока нет со стороны России. Единственное, кто вышла, это 5 минут назад Мария Захарова. Пишет, что те же страны, ранее признавшиеся, что использовали минские договоренности для затягивания времени в пользу Украины, сегодня добиваются 30-дневного перемирия для восстановления боеспособности киевского режима.
Добиваются 30 дней перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией. Комментарии уже подобные такого рода звучали. Главного, конечно, мы пока не услышали со стороны России. Ну, по сути, с какой-то стороны заявление пока вот идет в фарватере нет. Так у них же требования очень простые. Мы готовы на 30-дневное перемирие, если в это время Украине не будет поставляться вооружение и военная техника. Это требование было, они его никогда не снимали. Теперь вопрос, почему они должны от него отказаться? Потому что представитель МИД Китая вышел и сказал, что нужно 30-дневное перемирие? Ну, это Или потому, фейк. Это или неправда. потому, ну, правда, да, неправда. А теперь второй вопрос. Почему, да, даже если бы было правдой? Потому что Трамп прилетит в Стамбул? А что Трамп может сделать с Путиным? Какие у него реальные инструменты? Никаких. Санкции? Ну, вот Иран под санкциями. Трамп даже не Ирану слился, а хуситам. Прокси. Всего лишь прокси иранца и иранским прокси в тапочках на босу ногу. Всё. Да и потом, что это за попытка строить проектность Украины, ее будущее, озираясь на то, что скажет Трамп, или понравится или не понравится китайскому МИДу? Вы реально хотите как бы жить в такой стране? Как же независимость, если все решает Трамп и китайский МИД? Ну, насчет китайского МИДа, там уже переслушали, Ну показали, хорошо, условно, продемонстрировали. представим себе, что это была бы правда, вот, которую очень хотелось этим, да, любителям антипроекта. Ну, вот представим себе, что он так сказал. Хотя разумный человек сразу бы понял, что это полнейший маразм. Потому что только что была совместная декларация Си и Путина, где они сказали, нужно устранить причины истинной войны, и можно было бы понять реальную позицию Китая, правильно? Ну и, конечно, Очень, у очень, нас же очень легко. просто, у нас же Да. аналитиков нет, Алексей Николаевич. Нет их. У нас нет аналитика, у нас давно есть кликуши, причем кликуши переключают тумблер ровно по команде из офиса, да, и так Там далее. же Поэтому вот такой, ну, такая стос, такая пачка документов была подписана во время празднования да, Победы между Россией и Китаем. Никто не разбирался, всем плевать. Ой, там список опубликовали, ну и нормально. А там на самом деле, если мы просто абстрагируемся и посмотрим, то есть Китай с Россией подписывает достаточно серьезные, увесистые. Это не просто, это сила Сибири-2, отстаньте, там ерунда какая-то. Они подписывают очень серьезные документы. Параллельным курсом с американцами достигнута, да, на 90 дней, ну, достаточно неплохая сделка. То есть такое ощущение, что три вот эти игрока, которых там, ну, вы знаете эти все теории, там, третьего лишнего разыгрывают, теория трех тел, вот это все, они, получается, как бы объединяются, у них мосты, а у всех остальных пропасть. А мы этого не учитываем и выбегаем и кричим: Путин, я жду тебя в Стамбуле. смотрите, Криворожская дипломатия. я повторю основную мысль сегодняшнего эфира, возможно, ну, по крайней мере, до сих пор. Мне плевать на Си, на Путина, на Трампа и на всех остальных с высокой вышки коммунизма. Меня интересует состояние мозгов соотечественников. По одной простой причине. Именно оно определяет будущее Украины. Ни Си, ни Трамп, ни Путин. Си, Трамп, Путин – это только реакция, только последствия. Кто привел свои мозги в такое положение? Да, работают башни. Да, работает массовый цыганский гипноз, сугестия, который наводит на украинцев и так далее, и так далее. А теперь вопрос, почему на меня и на вас не подействовала эта сугестия? У меня есть ответ Да, по Высоцкому. Значит, нужные книжки ты в детстве читал. правильно, потому что мы не захотели. Почему она действует на массы народа, я понимаю. Народу трудно противостоять. Он вообще книжек никаких не читал. Не то, что нужно. А когда люди ответственны за формирование сигнала, то есть все эти дилеры общественного мнения, как последние прошмандовки, меняют мнение ровно когда ветерок с банковой подул, и заходят туда, развернув штаны и расстегнув ширинку, надев штаны задом наперед, и когда вы хрипатому карлику-наркоману продали совесть, продали мозги, продали честь, это что о вас говорит? И какие у вас надежды в будущем мире? Это вы сделали, вы добровольно все это продали.
Ни за что, ни за грош. Потому что ссались, что вас призовут и отправят под Покровск. Потому что хотели свои 40 тысяч долларов получать в месяц. У кого каналы там под миллионник. Потому что боялись за родственников, потому что боялись за бизнес. Потому что, когда вы рассказываете, что вы снимете его, выкинете в мусорный ящик, мы уже все видели. Мы все видели все эти истории, как вы быстренько и скоренько продавались. И как многие из вас бежали вперед, когда еще не успели нахмурить брови, еще ничего не успели предложить. Наперед продавались, затаптывая совесть, веру, честь, мозги. И еще становясь не просто, как говорил Христос, горе миру от соблазнов, ибо должно прийти соблазну, но двойное горе тому, неточная цитата, через кого соблазн придет. Так вот, продажность вот этого класса пропагандистов, продажность, простите, интеллектуального класса Украины, там остатков, да, интеллекта, скорость, с которой они продались и разложились, очень смешной в уторской диктатуре Зеленского. Вот это наиболее показательный урок этой войны. Это главная причина, по которой война состоялась, по которой она идет так, как она идет, и по всему тому, что придется хлебнуть с окончанием войны и когда будет вторая война, и между войнами. Я не знал, сомневался, зачитывать вам или нет, но я зачитаю. Мы сейчас поговорим и о фронте, и ну, есть еще некоторые вопросы, которые я сегодня хотел с вами. Но это правда, это правда, это основная мысль. Я сомневался, но после сказанного только что сомневаться перестал. Значит, есть такая история, люди, да, они, ну, скажем так, они пишут, есть там предложки, есть какие-то коммуникации, есть через людей, вы это все прекрасно понимаете. И вот я как журналист, да, от источника, давайте я так скажу, значит, получил информацию. Значит, человек, он, ну, скажем, не будем, мы опустим звание, там, фамилия, там, и так далее, и так далее. Он представляет, давайте я тоже так скажу, работает на местах в службе Божией. И он говорит о том, что мы несколько месяцев расследовали дело о торговле оружием одной из военных частей 93-й бригады. Проводили там действия все, находили людей, маршруты, все как положено. Мы взяли одного с так называемых, так их называют, курьеров с джавелином. Курьер это, чтобы все понимали, это младший по званию, вот он тут по званию младший сержант. Они его взяли, отследили, взяли там с этим джавелином, допросили на камеру. Это все даже попало в эти официальные сводки, это было пару месяцев назад, СБУ. Вот этот парень-спикер, который всем рассказывает, да, обо всем рассказывает, вот он тоже как бы это для отчета. Он попадает, этот материал, все как бы хорошо. И в середине прошлого месяца дали приказ все материалы передать главе СБУ по области, Днепропетровская область. 2 дня тишина, неделя, команда все остановить. Дальше стало известно, что задержанного отпустили, вроде как на фронт поехал. Что касается других фигурантов, чтобы все понимали, это цепочка. Они вот, ну, представители дошли до очень высоких чинов. И когда вот пытались узнать, а что вообще происходит, да, как вот передали дело в области показали кукиш. Человек говорит, не надо узнавать ничего, 111 может светить. Он пишет, что я патриот Украины, моя работа это мой выбор. Я всегда хотел приносить своей стране пользу и не могу смириться с тем, что происходит. Очень просят, ну, это все опубличить, комментарий, конечно. Я почти уверен, что все люди, которые причастны к торговле оружием, как-то порешали с генералом в области, его там переводили с соседней области. Иначе я просто не знаю, что происходит. Информация полностью закрыта, и, как я понял, об этом знает очень ограниченное число участников.
Алексей Николаевич, но есть люди, которые не продаются. Есть, конечно. И, как правило, над ними висит 111. Измена Родине. Потому что не продаваться в антипроекте, который построен в Украине, это и есть главная измена Родине. Не продавать совесть, мозги, сердце. Там Родину. Это и есть измена Родине. Сегодня быть умным в Украине – измена Родине. Сегодня говорить правду в Украине – измена Родине. Сегодня иметь свое мнение о судьбах, так сказать, нации – измена Родине. Есть шанс у украинцев? Я очень большой скептик. Значит, приходят новости о том, что министр иностранных дел Турции Фидан и Лавров только что созвонились по телефону, обсудили, ну, как это пишут дипломатично, усилия по установлению мира в Украине. Об этом источник в турецком МИДе сообщает вот в эти секунды, в эти минуты, вот прямо сейчас. Поэтому мы следим за этой информацией. Нет, встреча, скорее всего, будет. Вопрос, к чему она приведет. Но я говорю, даже если она приведет к примирению, вы особо там размахиваетесь. Это же все гробы побеленные. Сверху красивенькие, а внутри полные нечистот. Если мы не занимаемся причинами конфликта, то все это в мертвом припарке. Это ни о чем. Даже если 30 дней не будут стрелять, даже если 450 дней не будут стрелять, война повторится, пока не устранены причины конфликта. Алексей Николаевич, Мгм. важный, я бы сказал, элемент наших с вами встреч, да и вообще очень важный элемент, это ситуация на фронте и что там происходит. Сегодня, конечно, топ-новость такая вот, знаете, а поутру они проснулись. Мы неделю назад об этом говорили, и в принципе, в общем, по обновлениям, в общем, карт Deep State и вообще по сообщениям со стороны Российской Федерации, с наших таких очень и очень скудных сообщений Генштаба, ситуация, ну, давайте так скажем, такая тяжелая. Буквально считанные сотни метров, там, 500 метров, 600 метров остается до Днепропетровской области. И это, конечно, ну так, действительно тревожит. Дроны летят еще и дальше, и вот эта граница, да, вот, собственно, всех она пугает, потому что Успеновка удачная, вот здесь Новоалександровка, и, конечно, Котляровка, о которой сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, как о взятом населенном пункте. Если как бы удобно, давайте вот с этого места на фронте начнем. И вот это критическое приближение и фактически выход на границы Донецкой области в одном месте, что является целью и задачей, военной задачей СВО и Путина. Как оцениваете? Почему удалось выйти? Так, я даже не знаю, я растерялся, потому что порядок бьет класс. Российское руководство, вооруженные силы и так далее предпринимают систематические усилия, которые не предпринимаем мы, и потихоньку при всех их недостатках и всех наших достоинствах вытягивают ситуацию на себя по миллиметру этот канат. Вот и все. Так они никуда не торопятся. Еще 2 годика такой веселой войны они дойдут. И Запорожье возьмут, и Днепр возьмут. Полтаву возьмут. Смотрите, это как бы ни хайповали, как бы ни прыгали, Стамбул, не Стамбул, Джавелин, не Джавелин, ситуация же не меняется уже сколько? Может, 2 года почти, да? Они медленно сдвигают линию. Да, с огромными потерями. Да, медленнее, чем хотелось бы, но они ее сдвигают. А самое главное, они перемалывают наши вооруженные силы и порождают социально-политические процессы внутри Украины, которые весьма способствуют по украинскому поражению. Ну, например, подрыв доверия к государству и системе. Поэтому в ее способности что-то адекватное предложить и обеспечить. Слушайте, страна, которая не решила вопросы
построения стратегических фортификационных сооружений, как Украина до сих пор, вообще ни на что не имеет права претендовать. А кроме того, страна, которая выполнила гособоронзаказ на 45% за прошлый год, на третий год войны, как бы просто не о чем говорить. Люди просто не понимают, как это работает. Им кажется, что вызвать Путина в Стамбул это одним видосиком, это то же самое, что выполнить гособоронзаказ или разобраться, почему он не был выполнен, строго наказать виновных. Вы хоть что-нибудь слышали про попытку разобраться? Почему в воюющей стране, где он на 120% должен выполняться, он был выполнен меньше, чем в половину и ничего? Ну, зато экспорт оружия разрешили. Экспорт оружия разрешили. Ну, да помогли тебе эти ляхи, сынок. Ну, смотрите, тут, если так переходить к военной теме, вот я не просто так показываю Торецк, там пошли в какое-то страшное контрнаступление вооруженные силы Украины, поперли прям колонной, ну и их вот, собственно, здесь и разбили, и продвинулись дальше. Хотя до этого скрывали и говорили, смотрите, какое успешное контрнаступление. Мгм. Ну, то есть, вроде уже четвертый год войны, и получается, командиры на местах не учатся, а пускают вот эти колонны. Повторюсь еще раз. Суньцзы – величайший теоретик военного дела. Причем в той его части, где оно смыкается с политикой, то есть самая сложная часть. Он говорил, чтобы понять систему, посмотрите, как в ней наказывают и награждают. Вы все поймете сразу. В Украине никого не наказывают и награждают, кого попало в той системе, которая существует. Эта система не способна обеспечить качественный отбор и ротацию кадров. Все назначения хайповые, политические, по принципу «я его знаю» или это одобрит Facebook. Таким образом, военная система не создается, кадры не отбираются, не расставляются, не обучаются, не получают опыт, не растут, не выбраковываются. Системы нет. Понимаете, в чем фишка? В России есть система, очень плохонькая. Я могу ее критиковать десятками часов. Но она есть. А у нас нет. У нас антисистема. Поэтому при столкновении очень плохонькой, но системы, и при столкновении сколь угодно качественной, но антисистемой, победит система. Особенно на длительных расстояниях. Мы полностью выиграли начальную войну, пока она была вот первые 1,5 месяца, когда она была до 2 апреля, считайте. Когда она была специальная военная операция, россияне провалились в ней почти полностью. И проиграли войну, когда Россия зашла в длительность, и мы зашли в длительность. Потому что там порядок бьет класс. Это правило неизменное. Порядок всегда бьет класс. И стадо баранов под предводительством головы всегда стадо, как это стадо голов. А стадо баранов под предводительством, вернее, голов под предводительством барана, это всегда стадо баранов. Все очень просто. Не существует сегодня приемов и способов действия, способных остановить российское наступление. Это не вопрос тактики, не вопрос оперативного искусства, не вопрос стратегии. Это вопрос системных изменений в государственной политике, внешней и внутренней. Вы меня извините, конечно, но тогда, а какие нахрен переговоры и остановка огня? Со стороны Путина Да, он может... смотрите, я Да. очень, я всегда, ну, и вы знаете, наверное, да, и мои зрители знают, и в своих там прямых эфирах сольных, там, моноэфирах, и Мгм. как бы в общениях с гостями, я все равно за то, чтобы война остановилась, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы потом выйти на какие-то, ну, то, о чем мы сегодня большую часть времени говорили, о перепроектности, о какой-то там сосуществовании, соседстве, наоборот, гуманитарных связей. Я вот об этом постоянно. Но простите, пожалуйста, если мы, вот вы только что сказали, Алексей Арестович говорит, что невозможно остановить российское наступление. Тогда, извините, ну, правильно там пишут разные такие, задорные комментаторы, тогда получается, вот сейчас 12 число, у нас 22:08, надо лупануть орешником, как говорится, закрепить. Тогда, понятно, никаких переговоров не будет, все будут, ой, орешник,
Тогда надо вести охоту по высшему военно-политическому руководству Украины, ракетную охоту, и неважно, пострадают люди или нет. Тогда надо завершать, раз нет таких перспектив. Да, нужно завершать, и нужно вести прямые переговоры, минуя всех посредников. Вы понимаете, сбиты все ориентиры. Люди вообще лыка не вяжут в том, что происходит. Они вообще не понимают. Ну, вот смотрите, когда ты, ну давайте попытаемся еще сдать назад и разъяснить азы. Ну вот представьте, что мы с вами поссорились. И я говорю, я не могу написать Александру напрямую и помириться, там, признать свою вину и так далее. Мне нужны посредники. Нам надо с ним в Стамбул поехать, не знаю, куда угодно там, да, в Иерусалим, еще куда-нибудь, в Пекин или в Вашингтон, чтобы нас помирили. Вот в быту. Давайте сделаем эту ситуацию бытовой. Что это говорит обо мне? Ну что, вы виноваты. Первое. Первое. Нет, я трус. Ну, То есть я не способен к действию покаяния и признания вины, и как бы, да, учет ошибок, и просьба простить. Второе, что это говорит? Я не самостоятель. Ну, не самостоятелен я. Смотрите, есть очень четкий признак психологический свободного человека. Знаете, какой? Он все свои проблемы решает сам, без опоры на кого-то других. Это признак зрелости, признак независимости. Зрелый, независимый человек все свои проблемы решает сам. Если я говорю, мне нужны посредники, значит что? Я не зрелый и не независимый. По факту. Даже двух этих характеристик достаточно, чтобы понять, насколько уничижительной является ситуация. Это мы еще не брали исторические аллюзии, что Украина и Россия, выигравшие у Турции совместно 26 войн, 26 войн, сегодня пытаются сговариваться в Стамбуле. Просят турок их примирить. Вся эта ситуация – это цепь непрерывного самоунижения, самоуничижения. У людей настолько сбиты ориентиры, что они живут по принципу один раз, не раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и даже не понимают, куда они вляпались и в чем они находятся. Знаете, на что мне это все похоже? Расскажу вам старый анекдот. Он очень пошлый, но зато очень хорошо отражает ситуацию. Колымский лагерь. И такой авторитетный сиделец идет, значит, по своим делам. Да. Вот. И вдруг пах по голове доской, и он, значит, теряет сознание, падает, просыпается, а у него спущены штаны, и рядом пакетик с чаем. Кто не знает, что такое пакетик с чаем, это оплата за специфические эффекты. И он начинает думать, мать-перемать, да, это что ж со мной произошло, это же всему авторитету конец и всякое такое. И он так начинает тихонечко открывать глаза, смотреть по сторонам, а как кругом стоит товарищи, у которых он считался авторитетом, другие авторитеты, и с удивлением на это все смотрят. И он такой, бляха, ну, что ты будешь делать? И не захочешь, но отсосут. Вот это для меня так ведут себя все эти дилеры общественного мнения, все эти самые, называется, уберите детей от экранов. Потому что других объяснений у меня же не осталось. Находясь в максимально позорной ситуации, лишив себя субъектности добровольно, лишив себя мозгов, совести добровольно, мы на хайпе, не мы, а они на хайпе пытаются, их сторонники на хайпе пытаются делать вид, что это не с них сняли штаны и их поимели за пакетик чая, трахнув по голове доской, да, предварительно, а что они такие прекрасные, что все за ними носятся, чтобы так сказать, понимаете? Вот это ровно эта ситуация. И других слов у меня для этой ситуации нет. Люди настолько привыкли жить в безнадежном черном позоре, что они считают это нормой. Они не понимают даже, где они, в какой ситуации они находятся, добровольно. Добровольно. У нас Фарион призывала внука учить бить русскоязычных детей в садике. И эти люди хотят ей присвоить Героя Украины. И говорят, ну подумаешь, публичные призывы профессора к тому, чтобы избивать детей. Избивать детей. Это все ерунда. Заради патриотической позиции мы можем и так далее. Дама в 89 году
когда уже первые свободные выборы проводились, вступила добровольно в КПСС, учила русскому языку иностранных студентов. Это чистый признак агентуры, присутствия в агентурном аппарате. Да это все ерунда. Ну, какая нахер разница? Главное, что зараз патриотичная позиция. Бенюк выходит. Человек, который всю жизнь играл в советских фильмах, недалеких украинцев помогал создавать этот образ. Такого примитивного, туповатого хохла. Рассказывает, что детей надо избивать. Избивать нужно детей в 21 веке, лишь бы забыли русские слова. Выносятся мощи из Киево-Печерской лавры, выгоняются монахи. Люди, целые языковые группы подавляются, религиозные группы подавляются. В стране фашистская петля. Эта петля надета на шею добровольно, она затягивается. Сосед пошел на соседа, брат на брата. Публичные призывы к избиению детей. Публичные призывы к расправе над соотечественниками. И эти люди говорят: ха, как мы поддели всех в Стамбуле, Трамп у нас на коротком поводке, Путин нам служит, сейчас мы всем устроим. Ну, это клиника. Это не клиника, это распад. Это распад мозгов, распад личности, распад совести, распад всего. Антипроект ничего не может создавать, он может только разрушать. Я иногда до этого оговаривался, называя его проектом, но там же нет никакой проектности. Проектность – это то, что создается. Смотрите, какой можно было бы сделать проект в Украине, если бы очень хотелось сделать из всей Украины там землянку УПА или Галицию сплошную. Я сейчас даже оставляю в сторонке правомощность этого решения. Если бы это была проектность, пусть очень узкая, но проектность, что бы она делала? Она бы сказала: все, отныне запрещаем вообще все языки, кроме украинского, строим мононацию, монокультуру, и действительно взялись бы ее строить. Это было бы очень жестко, но они бы строили, они бы создавали. Они бы сменили все, сняли все памятники и поставили на них памятники своих. Этого же нет. Да, В пустые конце бульвара памятники, да. Шевченко в Киеве пустой памятник, правильно? Теперь мы бы, когда Ленина сняли, теперь чтобы они бы, например, говорили ни одной книги на русском языке, но были бы украинские редакции, украинский выпуск книг, правильно, массовый, ими бы занимались, заваливали бы все и так далее, и так далее. У нас бы было украинское кино. Ни слова на русском, но украинское кино бы было. Украинская мультипликация, Украинская академия наук, правильно? Все очень жестко, предельно. Да. Мы бы перевели украинский язык на латиницу и стали бы как Польша. Монокультура, моноязык, мононация. Все, объединили бы церковь и так далее, и прочее, прочее. Это была бы очень узкая, очень порочная, очень отрезающая, очень отсекающая, очень калечащая людей, но проектность. Она бы что-то создавала. А это чистый антипроект. Он работает на запретах, на снятиях, на уничтожении, на ненависти, на раздоре. Украина сделала ставку на ненависть. Это то, с чем я боролся в начале войны. Как только пошли видео после апрельские, майские, с убийством, с расправами над пленных. Когда врачи наши начали говорить, что я не оказывал им специальную помощь, хай подыхают, это же русские всего лишь, биомусор. Когда начали улюкать над туристом, которого съела акула, когда начали радоваться гибели российских детей, так им и надо. Ну, во-первых, утратили моральную правоту полностью. Растратили весь символический капитал, который был. Полностью слили в унитаз. В-третьих, стало непонятно, чем мы отличаемся от россиян. И я предупреждал, пройдет как короткое время, и все это падет на ваши головы. Вы думаете, как ставка на ненависть, вы думаете, ее способна остановить? Этот маховик только раскручивается, как и диктатура. Потому что вчера были плохие русские, потом стали плохие те русские, которые выступали за Украину против других русских. Потом стали плохие те украинцы, которые говорят на русском. Сегодня уже украинцы, которые говорят не то на украинском языке, неправильно. Дальше вы начнете жрать друг друга. И этому нельзя, нет конца. Будет атаманщина, будет руина, будет все нахрен развалено. Страна в фашистской петле, добровольно надетой, добровольно затягивающейся. Чего вы ждете? Каких внешнеполитических успехов вы ждете? Какого послабления Путина? Какого указания Трампу? Такие люди не побеждают. Те, кто не умеет создавать, не побеждают. Они всегда проигрывают. Ну, давайте Смотрите, я вам приведу простой пример. Да. Это посредник, собственная космическая программа. Развитие космонавтики. Россия, собственная космическая программа.
США – собственная космическая программа. Европейцы – собственная космическая программа. Украина – родина космоса советского. Что у нас сегодня? Это проектность? Понт. Все. Снятые штаны, пакетик чая, рядом удар по голове доской, да, и много, бесконечное количество понтов. Вот и все. Люди, которые добровольно согласились сыграть роль индейцев за отравленное одеяло, рассказывают, что они управляют миром. Это не сумасшествие. Сумасшедшие так себя не ведут. Сумасшедшие – это боль, это счастливая вчера Украины. Это полный распад. Полнейший распад. Распад сознания уже, распад личности. Все, коллективный. Поэтому я против, чтобы мы обсуждали частности. Кто кого подколол, кто куда поехал, какую Маринку взяли. Это необходимо, но почему я все время пытаюсь уходить на уровень выше? Потому что, и мы будем это обсуждать, потому что я на причинность. Моя задача указать на причинность. Причинность – это добровольный выбор, антипроекты и связанные с ним последствия. Очень большой части украинцев, которые самые крикливые и которые, пользуясь ситуацией, хотят подавить всех тех, кто против антипроектности, кто видит Украину другой. И власть, которая посылает этот сигнал, поощряет его и усиливает. В Украине сделана ставка на ненависть. И если бы ставка на ненависть была только к россиянам, это ставка на ненависть ко всему, включая своих. Вы просто, я вам советую эксперимент. Возьмите заголовки украинских СМИ за крайние 1,5 месяца или за месяц по Трампу. Введите фамилию Трампа, посмотрите динамику. Да. Все. Это сознательный рассадник ненависти. Ненавидящие никогда не побеждают. Их стирает история. Когда будет про эту войну написано, там, например, 14 условно, там, 32-й, Украина, антипроект вместится в черточку. Вся его история, потому что там нечего рассказать. Алексей Николаевич, я не хочу, это действительно очень глубокая и, наверное, важнее, вы правы, тема, чем там 500 метров или 400 до Днепропетровской области и все остальное. Я вот что хотел бы, чтобы вот в финале вы прокомментировали, и там пойдем к зрителям на вопросы. Значит, вот, собственно, товарищ Стефанчук, да, вривається і говорить о том, що ми нація воїнів. Я тут для того, щоб ще заявити, що на цьому шляху ми не потребуємо повчань з високих трибун, а потребуємо підтримки. Тому що ми не школярі, а народ воїнів, воїн, який береже життя народу Європи ціною власності. Тому, шановні друзі, я дякую кожному з вас, я дякую угорському народу за всю ту дружбу і переконаність, що нас об'єднує не тільки наше минуле, але й покусне європейське. Надо ловить и запихивать в бусики. Или это И воины? овации. Я просто терпел до этого места, потому что овации. Это слет лидеров глав парламента. Выходит Стефанчук. Мы не школьники, мы народ воинов. Мы вот заслуживаем, мы очень потужно со всей Европой вместе. И они Давай, а можно публично спросить Стефанчука, умеет ли он разобрать автомат Калашникова и собрать, и за сколько он это делает, если он нация воинов? Я могу предложить публичный вывод. Как это? Публичный поединок, что ли. Найду массогабаритный макет или там реальный автомат. Я разберу и соберу. И пусть он разберет и соберет. В прямом эфире одним кадром. Посмотрим, кто нация воинов. Это да. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что смотрите наш сегодняшний эфир. Это совместный стрим. Я очень благодарен, что несмотря на все санкции, 23 тысячи на моем канале. Прямо сейчас 48 тысяч на канале Алексея Николаевича. Друзья, поставьте лайк. Надо сделать так, чтобы алгоритмы YouTube, да, вот они как-то немножко перестроились, они поняли, что откуда и как происходит с просмотром, для того, чтобы, ну, там проблемы и с рекомендациями, совсем неважно. Главное, что вы знаете, что по понедельникам примерно в это время есть возможность вот такого совместного стрима, и приходите и реагируйте, пожалуйста, и в комментариях, и в чате трансляции. Начнем сессию вопросов и ответов. Алексей Николаевич, все как всегда. Да, все как всегда, то есть никаких
скажем так, изменений. Перейдем к вопросам нашей аудитории. Начнем с клуба зрителей, а потом сообщество YouTube и чаты. Понемножку, но всех уважим, по крайней мере попробуем. Но предварительно, естественно, да, я предлагаю всем подвести итоги нашего опроса. Закончите предложение, переговоры в Стамбуле это. Значит, 10% неизбежность, Трамп срыв не простит. 14% фиговый лист капитуляции Зеленского. 33% игра в затягивание, Стамбул-2 это блеф. И 43% это последний шанс. Дальше будет хуже. Вот такие интересные результаты получились, слушайте. Как-то так странно. То ли блеф, то ли будет хуже. Ну, зато все думают, что Трамп простит. Потому что, можем тоже сказать, это же качество современного политического информирования. Все, как девки на выданье, так загадочно строят глазки, что Трамп рассказывает, что сейчас будет супертвит, что Зеленский рассказывает, это все очень загадочно, что россияне, сейчас он выйдет и взорвет интернет и так далее, и так далее. Ну, это Охлос отравил элиты, если они когда-нибудь были элитами, эти элиты, потому что вот эта фейсбучная манера проникла уже везде. Все меряются твиттерами, да? У кого более яркий взрывной твит. Никто не испытывает реальной ответственности перед народами, хотя бы за уровень качественного информирования. Да, Выступление Путина взорвет интернет, пишут нам российские там эти самые анонсеры. Ну, вы понимаете, что это глава воюющего государства выступает? угу. Ну вот начнем с того, что сколько там в России и в Украине бабушек схватилось за сердце и начало петь валидол. Может, кто-то умер, услышав, что глава ядерной державы рассказывает, что сейчас заявит что-то, что взорвет. Может, он войну США объявляет. Может, он говорит, что пока я выступаю, ядерные ракеты уже летят по Вашингтону. Правильно? Конец мироздания. Может, он, я не знаю, может, что-то еще, полномасштабную мобилизацию в России начинает и так далее. Разве можно так информировать людей? Да, ну и вот этот Трамп тоже. Вот я сейчас как объявлю. Сейчас будет супертвит. Еще один глава ядерной державы. Все думают, елки-палки. А он, может, удар по Москве наносит ядерный уже или что? Или высадились инопланетяне. Как это все понимать? Нет, цены на Я лекарства. говорю, Пусть. Украина заразила своей политики, своей манерой заразила весь остальной мир. Все, кто нас касается, вот, токсичными становятся, начинают заниматься вот этой вот, с позволения сказать, информированием. Вопросы, поехали. Значит, пользователь Алексей Николаевич, здравствуйте. В эфире у Латынины накануне контрнаступа 23-го вы уверенно говорили, как ВСУ дойдут обязательно до Азовского моря. После же говорили, что говорили по этому поводу неправду. Зачем это и кому было нужно? Не получится ли так же с тем, что сейчас говорится? Смотрите, ВСУ имели шансы, если не дойти до Азовского моря, то до Мелитополя дойти точно. Если бы не придумали фортецу Бахмут и не оттянули туда минимум треть наряда сил и средств, которые должны были быть использованы на этом направлении. Раз. Во-вторых, когда я это говорил, еще было непонятно точные объемы помощи, которые Запад нам окажет. Они нам конкретно не додали. Конкретнее некуда в тот момент. Ну и без Поэтому шанс авиации. был, да, ну, даже без авиации. Мы посмотрите, что мы сделали. Даже тем нарядом сил, которые есть, при всей сложности ситуации, наступая меньшим количеством войск на больше, украинцы прошли в 2 местах, наши вооруженные силы обороны прошли полосу обеспечения. Это зона перед первой линией обороны, 10-15 километров сплошного минирования, пристрелено и так далее. Мы видели, как наши подрывались на минах, там, да, правильно, и так далее. Как их жгли, они сумели пройти это. И в 2 местах первую линию обороны. Если бы все это не оттянули на Бахмут, это была чистая разводка состава российского командования. Мы вляпались, потому что в офисе придумали фортецию Бахмут. Цирком она была очень нужна, полководцы из него растили и так далее. И когда вы узнаете потери за Бахмут, я вам назову убитыми у нас, вы ужаснетесь после войны. Так вот, туда ушло минимум треть сил, которые должны были быть использованы на юге. По некоторым данным, гораздо больше. То есть россияне сковали большую часть сил, их не хватило на юге. Союзники не додали, сумма причин. Когда я говорил, что мы дойдем, это было неизвестно. Все только готовилось. Или шло с неполной информацией о том, что реально происходит и какие силы будут задействованы.
Третий корпус не создали, ушел под Бахмут, там и остался. Так, значит, добрый вечер. Будете ли... Сейчас вы мне предъявляете эти претензии, потому что вы действуете по принципу, чтобы я был такой умный, как моя жена потом, понимаете, да? Нет, ну это такая-то типичная история, Да, понимаете? приходится же, это называть типичное послезнание. Греки Да. называли это анахронизмом. То есть вы пытаетесь судить или предъявлять, не учитывая время. Я вам в каждом эфире сообщаю ровно то, исходя из той информации, которая у меня есть, максимально честно. Если вы думаете, что я тогда занимался пропагандой или в начале войны занимался пропагандой, это не так. Не так. Я один раз признался, что я вам много врал, и с тех пор я не вру вообще. Я оперирую той информацией, которая у меня есть. Но вы мне приписываете свойства Господа Бога, всезнание, всевидение, всемогущество. К сожалению, у меня их нет. Я такой же, как вы, только чуть лучше анализирую, чуть больше имею информации, но не всю информацию в мире. Тем более, если вы думаете, что кто-то имеет всю информацию в мире, вы очень сильно ошибаетесь. Значит, Даже главы держав ее не имеют. Все гораздо сложнее. Игорь спрашивает, добрый вечер, будете ли вы делать аудиокниги из вселенной Warhammer 40 тысяч? И второй вопрос, почему все критикуют только псевдопрезидента, но забывают, что все пошло под откос после назначения Ермака главой государства? Постскриптум, конкретно он готовил последний Парижский саммит, после которого началась война, предыдущие ошибки слишком незначительны, чтобы их перечислять. Вархаммер я озвучивать не буду, потому что меня не интересует эта история. А по поводу Ермака вы очень сильно ошибаетесь. Я много раз вам говорил, что всем управляет Зеленский, и все решения принимает Зеленский. Есть места, куда Ермака не пускают вообще. Например. Близко подойти не может. Ну, например, финансы Зеленского лично. Мгм. Ну а мы делаем вывод, мы же умеем сопоставлять сказанное выше в этом эфире, что ему нужна сейчас все вот эти переговоры о личных, скажем так, моментах. Гарантию, да. Да. Алексей, в одном из интервью с Соболевым 21 марта вы говорите, что вершиной развития человечества я считаю себя. Мощное заявление. Можете рассказать, какие качества действительно делают вас выше Маска, Трампа, Венса или, например, талантливых инженеров, ученых и музыкантов? Тех, кто может за вас голосовать в предстоящих выборах. В чем именно вот это превосходство? Спрашивает Никита. Чувство юмора, Никита. Потрясающий ответ. Я думаю, исчерпывающий. А, Деминян. Переходим в сообщество YouTube, канал Александр Шелест. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Значит, вопрос к Алексею, как знатоку украинской истории. Зачем людям встают на колени перед похоронной процессией военного? Как он сам, ну вы имеется в виду, как вы сами относитесь к этой традиции? Если люди добровольно встают, это их дело. Я очень плохо отношусь, когда штрафуют людей за то, что они встают. Или там не останавливаются на всеобщую минуту молчания и так далее, и так далее. Что ничего страшнее, чем принудительно заставлять людей испытывать определенные чувства и состояния. Это самый страшный вид деспотии. И именно до этого мы докатились. Галина спрашивает. Добрый вечер. Допускаете ли возможность вообще сепаратных переговоров Украины и России? Сепаратные переговоры России и Украины велись всю войну и продолжают вестись. Прямее некуда. Об этом написал Гончаренко, я об этом говорю уже года 2,5. Они никогда не прекращались, я вам больше скажу. В основном шли в Саудовскую Аравию. А как вы думаете, пленных меняют? Просто так, по мановению руки? Хотя бы это. Ни с того ни с сего. Мы привезли на границу 205 человек, а они привезли 205 человек, не сговариваясь, да? Как-то так вот раз и получилось. И А, так всю войну, да. Потрясающий вопрос. Я, кстати, не обратил внимания, не смотрел последние вот эти опубликованные рейтинги. Пользователь пишет, а как вообще Арестович и его партия, куча восклицательных знаков, оказались в соцопросах о кандидатах в президенты и парламента? Не знаю. Это же уже после санкций, уже после, ну, как? Как так? А санкции не запрещают участвовать в выборах. Это истина, которую вам предстоит еще понять очень многим. Не любителям Арестовича и его партии. Санкции никак не влияют на возможность избираться.
ЦИК дал разъяснение Порошенко, я сегодня говорил уже неделю назад. Да, вы можете, несмотря на санкции, и даже несмотря на подозрения по статье 111 госизмена, которая есть у Порошенко, и которые вполне могут довесить мне, не препятствуют избираться. Поэтому, друзья, Александр, будем да, разговаривать по-другому. Да. да, Александр, Алексей, добрый день. Денис, 31 год, Донецк. Ну, первый, наверное, более риторический вопрос. Почему эти все переговоры Украина и Россия выглядят как детский сад? Это на внутреннего пользователя исключительно? Или неправда между собой так вопросы ставят? И второй вопрос, он, наверное, более предметный. Заметил странный феномен восточной дипломатии. Постреляли друг по другу, сели, поговорили, в активную фазу война не перешла, опять постреляли, в активную фазу война не перешла. Чего-то подобного с Украиной тоже ожидать? Нет, мы славяне, мы не на Востоке. У нас будет активная фаза до, во время, после и вместо. Вот, пока не надоест. Поэтому славяне, пока друг другу морду не набьют, они не успокоятся. М, Досыта. Пока кровью не захлебнутся, да, не успокоятся. Ну Когда да. бить уже некуда, когда морда уже как отбивная котлета у обоих, тогда да, тогда можно садиться разговаривать, а так нет. Если Арестович создаст партию, каким образом будет отбирать туда членов и кандидатов? Старые политики будут там или нет, спрашивает пользователь. Да мы примем всех, кто захочет вступить по принципу добровольно. А дальше партийная жизнь и партийная дисциплина. Кто плохо себя ведет, попросим исправиться. Мирослав, здравствуйте. Какой ваш любимый классик или один из любимых? Классик чего? Ну, я так Литературы? понимаю, да, литературы. Шекспир, Достоевский, Сервантес. Кто там многие, всех не перечислишь. А, Энтони, в общем, пользователь спрашивает, разве Китаю не выгодно, чтобы США и Европа были заняты войной в Украине вечно и не лезли в Тайвань, Ближний Восток и Африку? Вы ничего не понимаете. США и Европе война в Украине ничего не стоит. Если вы думаете, что они заняты так, что не могут заняться Тайванем, вы очень сильно ошибаетесь. США и Европа нам отслюнявливает, ну, Европа, у нее мало вооружения военной техники, США отслюнявливает там 10-тысячную часть, которая им нужна будет при полномасштабной войне с Китаем. Поэтому мысли о том, что они тут могут завязнуть, вы очень сильно ошибаетесь. Когда здесь завязли, они тратят символический капитал, веру в то, что США способны решать проблемы. А технически в отношении вооружения и денег здесь они дают минимум сюда. Анна, здравствуйте, Александр. Алексей Николаевич, вопрос. Ваше отношение к Александру Дугину и какое впечатление он произвел на вас при личном когда-то общении? Спасибо. Кстати, Человек, Дугин писал, да, вот ночью Путина вот этой, что не продаст, не сдаст, будет война, а те, кто за мир, тех надо, в общем, ну, истреблять. Дугин, по крайней мере, издание до февраля 2005 года, когда я его видел единственный раз, он произвел человека абсолютно убежденного в своей правоте, в хорошем смысле фанатичного, с огромным кругозором, знающим очень много языков, прямо цитирующим, глубоко убежденным в том, что он говорит, с очень хорошим философским аппаратом и явно выраженным философским мышлением. Ну вот как-то так. Вопрос к Алексею. Есть ли, по его мнению, вообще место в политике самоуважению? Ну, это когда одну страну или ее президента в другой стране оскорбляют официальные лица с полным демонстрационным попустительством, обвиняют во всяком на основании хайли-лайки. Это не игнорируется по-взрослому, а учитывается в публичной политике и в отношении к данной стране. Смотрите, все современные политики, за редчайшим исключением, это полное фуфло. Потому что их слова они не отвечают за базар, их слова не подкреплены делами. Ну вот давайте не полное фуфло, или может даже не фуфло, но возьмем как пример кого-нибудь. Вот, например, президент США, 47-й и 45-й. Он говорит, кто меня не будет слушаться,
я приму самые крайние меры. Например, захвачу Гренландию. Не исключаю применение вооруженной силы. Или разгромлю наркокартели в Мексике, применяя вооруженные силы США. Или там что, или Канада, вот допустим, там и так далее, и так далее. Вот он 3 месяца это говорит, и все ждут, когда последнее американское предупреждение. И ничего. Он говорит, я веду санкции против обеих сторон, Украины и России, если они сейчас в четверг не подпишут соглашение в Стамбуле. Как вы думаете, ведет против обеих сторон? Поэтому вся современная политика – это кто громче кричит и ярче «волки, волки, волки». Но политика – это же война, а война – это политика. Если ты не готов платить железную цену, как говорили в «Игре престолов», последнюю цену не готов платить, то все это просто ни о чем. В современном мире кто может воевать по полноценно? Хуситы, Израиль, Иран, Украина и Россия. Вот это 4 страны, которые, ну, Индия с Пакистаном. Это вот там, где люди готовы слова подкреплять делами. Но у них у всех свои детские болезни. Украина готова воевать, но не готова вести ответственную политику, обеспеченную. То есть она размахивается на рубль и бьет всегда на копейку. Ну, хотя бы на копейку. А страшный Трамп, вооруженные силы США до сих пор соответствуют мультидержавному стандарту, то есть они сильнее в одиночку всех остальных вооруженных сил мира вместе взятых. Не может сделать ничего. Это человек, который слился хуситом. Человек, который готовится признать палестинское государство, после чего бедный Натаньягу говорит, да мы вообще с ними разрываем хотим разорвать все соглашения в области безопасности, потому что это же на голову не налазит. Такой удар в Израилю. А где он обещал? Он же обещал, что если Хамас не послушается и не отдаст всех заложников, то что? Он перемешает там газу, в ад устроит. И где ад? Сегодня выпросили заложника американского у палестинцев. Сюси-масюси. Пообещали им чуть ли не признание государства для того, чтобы получить одного заложника. Где обещанный ад? Грозятся Ирану, грозятся хуситам. Стоило 2 истребителям упасть с борта авианосца, как уже все, мы останавливаем, откатываем. Это ни о чем, это несерьезно. Добрый вечер. Поэтому я покажу пример. Помните, была реклама банка «Империал» в 90-е годы? Там Николай I стоит возле окна, и подходит канцлер там и говорит, в Париже, он говорит, какие новости? В Париже поставили пьесу, которая некоторым образом высмеивает вашу бабушку Екатерину II и нравы, царящие при ее дворе. Он говорит, передайте императору французов, что я могу послать в Париж 1 000 000 зрителей в серых шинелях, которые освещают любую его пьесу некоторым образом. Так вот, если ты не готов послать 1 000 000 зрителей вслед за этими словами, это ни о чем. Это мир, где никто не отвечает за базар. Мир, где никто не хочет нести ответственности, за редким исключением. Поэтому Да. я очень к ним, ко всем отношусь очень, как вам деликатно сказать, с некоторым предубеждением. Значит, я, кстати, этого не помню. Ну, тут пишут зрители, что у Дугина взорвали дочь, и поэтому сейчас-то совсем другой Дугин. Но я, Возможно. да, возможно, но я с Дугиным не виделся, слава богу, 20 лет. Поэтому виделся 1 раз и с тех пор 20 лет не виделся. Я Нет, не ну знаю, это очень какой сейчас важно просто Дугин. Уже я замечать. совсем другой, и Дугин, наверное, тоже совсем другой уже. Да, бесспорно. Поэтому, во-первых, время идет, во-вторых, война никого не делает, ну, не то что лучше, а... Нет, война может сделать лучше, но если человек хочет стать лучше искренне. А если не хочет, она сделает только хуже. Я вот этого не И знал. вообще, смотрите, вообще никакая война ни с кем ничего не делает. Люди сами с собой все делают, они пользуются войной как поводом и всем остальным. Я могу вам рассказать притчу. Хотите, сегодня вечер притч. Был, по-моему, во французской юриспруденции совершенно реальный случай. Выводят подсудимого, маньяка, который там убил 28 девочек или что-то такое, и говорят, а как вы стали таким? Вот как? Он говорит, а как, что вы хотите? Меня родили на рыбном рынке. Когда отрезали пуповину, пинком задвинули под прилавок. Я воровал еду у котов, дрался с котами за этот самый. Отец меня избивал, там, меня в детстве изнасиловали, да, мать меня не любила.
и так далее, и так далее. Об мою голову разбивали бутылки, тушили окурки. Кем я мог после этого стать? Все такие, ну да, сочувствуем, как бы и так далее. Прокурор говорит, а можно второго свидетеля? Выходит его брат-близнец. Миллионер, филантроп, который, да, содержит там сотни из городской бедноты, отец 5 детей, счастливая семья, известный юрист, известный бизнесмен и так далее, и так далее. Его спрашивают, хорошо, а расскажите свою биографию. Как вы дошли до такой жизни? Он говорит, ну как, я родился на рыбном рынке, меня пинком задвинули под прилавок, я дрался за еду с кошками. Как бы, да, меня гасили окурки, разбивали бутылки, изнасиловали в детстве, там, да, да, мамины собутыльники и прочее, прочее. А кем я мог стать после такого? Вот вам и все. Война никогда не является отговоркой. Война – это не адвокат, поймите. Война – это прокурор. Война спрашивает в 4 раза строже, чем за мирное время, за те решения, которые вы принимали и за то, что вы себе позволили. Когда Зеленский и когда обыватель думает, что война все спишет, вы очень сильно ошибаетесь. Война всегда догоняет. Иногда она догоняет через 5 лет после конца войны. Посмотрите. Значит, вопрос. Добрый вечер. А может, тоже напишите просьбу, как депутат Скороход, о включении в состав делегации? Ну а что, гулять так гулять. Зеленский Путинку он стрелку забил. А вы чем хуже, Иван спрашивает. Я там был, во-первых, в этой делегации 3 года назад. Я знаю, что ждать там нечего, ничего хорошего там не будет. Поэтому, ну, не хватало бы. А во-вторых, я никого никогда ни о чем не прошу. Зачем? Сами все дадут. Зачем? О чем? Вы что? Да. За кого вы меня принимаете? Никогда ни у кого ничего не проси, сами дадут. Давайте немножко и с чатом тоже пообщаемся. Значит, вопросов действительно много. Я сразу предупреждаю, что мы так вот по верхам, но тем не менее, да, это все равно очень важный элемент, потому что ну, для нас это важно, чтобы вот этот, как бы это называют актив, на самом деле нет, это просто вот общение с разными, да, вот каналами. Значит, просто так, пользователь, вопрос. Главный ад Украины – это администрация Зеленского? Да. Посмотрите, народ с удовольствием развратился на войне. Но, во-первых, осталось очень много людей совести. И тогда вопрос, почему они никак не могут отстоять свое? А очень просто, потому что государственная власть на стороне тех, кто развратился, и еще является активным агентом развращения. Есть такая штука, как центральный сигнал, цитируя Коли Фетмана. Центральный сигнал про развращение, про ненависть, про разложение мозгов людей, отказа от совести, от всего. Поэтому хорошим людям так тяжело. В Украине очень много хороших, умных людей, которые сохранили и совесть, и сердце, и так далее, но они ничего не могут сделать как бы они ничего не могут противопоставить совокупной мощи агрессивного быдла, галантерейщиков и центрального сигнала, потому что они действуют совместно. В этом проблема. Сергей, хороший, кстати, вопрос. Почему Украина и идет в Европу ради европейских ценностей, права, благополучия, а по итогу та же Европа учит и поощряет в Украине бесправие, отсутствие всяких принципов, ложь и наглое обогащение? Ну, тоже такая Европа интересная. Да. Во-первых, что такое европейские ценности? Европа очень разная. Европа Голландия, Европа Орбана – это очень разные Европы. Албания и Германия тоже Европа и тоже очень разные. Во-вторых, есть же Европа не только разных скоростей, но и разных ценностей. Во-вторых, Европа лицемерна насквозь. Все то, что в Европе карается тяжелейшими сроками, они поощряют в Украине просто своим фактом визита сюда и поддержки Зеленского. Преследование церкви, подавление языковых групп. Причем Венецианская комиссия и все остальные, Европейский суд по правам человека регулярно указывают про системное нарушение в Украине в этом смысле. Они обнимаются, а значит, свой центральный сигнал подают, что можно дальше. Можно так дальше. Да. Льют крокодиловые слезы. Поэтому не тыкайте мне европейцами. Я очень плохо отношусь хорошо к европейцам, но очень плохо к европейским лидерам современным. Значит, Тевилла, пользователь. Вопрос. Не думали, что это план такой Трампа и Путина? Они приедут в Стамбул, прижмут Зеленского к стенке, и либо подписывая, либо война по-серьезному начинается с орешниками, тяжелыми ракетами и так далее. Никакая серьезная война не начнется по той простой причине, что Путину незачем начинать войну серьезно. Ему не нужны сверхусилия, ему не нужно запускать в России, соответственно, тяжелые, ненужные социально-политические процессы. Его задача, чтобы война была незаметной для россиян.
преимущественно, да, они и так от нее устают, но если переходить к тяжелым мерам, то, ну, вы поймите, сколько бы россиян не записывать в людоедов, ну, реально уничтожены, там, разваленный Киев орешником, не будет активно и радостно воспринят в России. Там свои 25% сумасшедших есть, но в целом общественное мнение будет очень не в пользу подобного решения. Раз. Второе. Мобилизация, возможно, и нужная, но точно не вызовет симпатии. И последствия будут самые разные, негативные. Он старается этих последствий избежать, поэтому он не будет эскалировать войну. Она как ехала, так и будет ехать, тем более, что она свои задачи решает. Вот смотрите, еще 3 года назад или 2 года назад это было там 2 области. Сегодня 4. Хорошо, еще 1,5 года, 2. И будет что? 6 областей, 8. Потом будет 12. Куда ему спешить? 40 тысяч человек в военкоматы приходят ему каждый месяц. А в Украине их силой приходится отлавливать и запихивать. Чувствуете разницу? Да. Не только в численности, но и в контингенте. Ему незачем спешить. Трамп может, да, решительно стукнуть кулаком по столу и принудить Зеленского, введя против него санкции, против его окружения, опубликовав компромат, да или просто или прекратив помощь Украине. Но он не делает этого. Он прекратил помощь на 2 дня, а тут же вернул. Грозился компроматом, тот же директор ФБР, ничего. Грозился санкциями, уголовными делами, ничего. Поэтому Трамп же тоже сел в растяжечку. Он клянет Байдена за Афганистан, очень боится повторить подобное же в отношении Украины, чтобы это не стало его поражением. Поэтому все его клятвы и угрозы поставить Зеленского на место натыкаются на его же решение не дать Украине проиграть, по крайней мере, на данном этапе. Вот и все. Сам себя загнал в ловушку. Так, значит, мы так касались этого, но люди вот прям у меня в чате очень сильно интересуются. Вопрос. И, кстати, много таких. Так дунули в поезде немец, француз и англичанин? Ну и много вариантов разных по этому поводу. Вообще, ну, я так суммирую, там несколько пользователей писало, там часто писало о том, что неужели вот это вот в верхах, в самой элите, первые лица, и вот это могут. Аж бегом, поверьте. Я не знаю, было ли конкретно это в поезде, но сам факт, что когда заходят же фотокорреспонденты там, да, или репортеры, и в это время глава державы что-то прячет, 2 главы державы, ну, это само по себе, мягко говоря, плохая коммуникация, плохой сигнал. А уж что они прятали? Нет, ну мы не знаем, там, смотрите, сейчас же тоже очень много интересных моментов. Ну, Целый Елисейский дворец опроверг. Опроверг, говорит, нет. Смотрите, ну, понятно, что нет. Они же не могут сказать «да». Вот, понимаете? Вопрос, смотрите, все же очень... Показали фотографию, потом уже растиражировали фотографию, так там не салфетка, а пакетик. То есть это в фотошопе делается Смотрите, 2 все минуты. гораздо хуже, вне зависимости от того, что там было. Надо просто, вот люди тоже вязнут в этом всем мороке, в этом киселе. Сделайте шаг назад и спросите себя спокойно, зачем главе державы ядерной, Франция ядерная держава, прятать что-то от репортеров? Зачем главе Германии, крупнейшей державы с великой историей, становой хребет Евросоюза, что-то прятать от журналистов? Смотрите, если сейчас кто-то войдет, то все журналисты мира войдут, мне нечего здесь прятать. Ну да. Вот я сижу, мне нечего прятать. К вам войдут, вам, наверное, тоже нечего прятать. А им понадобилось прятать что и зачем? Что бы там ни было, зачем прятать? Что ж там такого предосудительного вы делали, что это надо, что 2 главы державы прячут это? Муку? Зачем прятать муку? Так и скажите, наоборот, из этого надо делать события. Макрон сделал все фотки в поезде, все фотки в Киеве, так сделай фотки с мукой. Скажите, вот это мука, которую не перемолола с полей, которые очистили от российских мин и снарядов, вырастили украинские труженики, вот мне подарили. И мы сейчас сидим, размышляем над этой мукой, мы ждем, ищем, как помочь Украине. Это мука для нас символ мук украинского народа. Все. Все. Что вы там прятали? Что вы прятали? Я не утверждаю, но само прятание странное. Понимаете? Да, Очень да. странное. Которое абсолютно не красит и дает, мягко говоря, не тот сигнал. Давайте еще один вопрос, важный, кстати, потому что просят, ну, вы об этом говорили, но вы так говорили на примерах, систематизированно просят, причем несколько тоже пользователей, в чем причины войны?
Вот как бы вы обозначили? Причина очень войны — Украина как антироссия. Вот этот антипроект, он анти, потому что он антироссия. Когда Кучма написал книжку «Украина это не Россия», все и началось. Это символический переход был. Скажите, если бы на границах Украины было маленькое государство, не будем говорить какое, которое бы делало проект «Анти-Украина», как бы вы себя чувствовали, и что бы вы хотели сделать с этим государством? Полностью анти-Украина. Вся вот риторика этого некого маленького государства, в 3 раза меньшего Украины, полностью построена на антиукраинстве, на отрицании. Как бы вы к ней относились и что бы вы захотели с ней сделать рано или поздно? Все очень просто. Да, значит, чат, чат Алексея Арестовича. Галина пишет. А помните, как Зеленский на велосипеде ездил? Где это все? Да, я помню, как он его вернул. Разваленный, со словами «забирайте». Вот так и будет. Да, вот так вполне себе возможно и будет. Ну, так вы, друзья мои, согласились на это. Большинство из вас, ну, не большинство, но примерно половина чата полностью согласились и это поддерживаете. Светлана Миляева. Зачем Макрон чмокнул Зеленского? Мы уже тогда вынуждены будем вступать в такую конспирологию, которой я, честно говоря, не хочу заниматься, хотя у меня есть мнение на этот счет, но я промолчу. Не, ну правда как-то. У меня, кстати, подписчики, они писали, ну, в общем, он же там говорил какие-то слова, да, и там обрывки фраз, и, в общем, они там кросс heart, вот это, ну, сквозь сердце, короче, это известное выражение, типа, Давайте назовем, да. по гроб жизни. То есть Макрон говорит, что он чем-то обязан как бы по гроб жизни Зеленскому. И вот эта вся теплота. И поэтому всем интересно, подожди, по какой гроб жизни? Ну, то есть услышали вот эти обрывки, когда он его провожал во время этого поцелуя. Поэтому тут интересна еще и смысловая как бы нагрузка. Давайте так. Это особенности кросс-культурного диалога. Назовем это так. Ой. Алексей Арестович до сих пор считает, что будет Майдан 3. Я ничего не считаю. Более того, Третий Майдан в Украине неизбежен. Алексей Арестович, Инна Лапицкая. Подтверждаете ли свой прогноз? в какой-то форме, видимо, да. Какой? Gear Creator. Почему Россия успеет подготовиться и почему лучше к следующей возможной войне, чем Украина? Потому что в России централизованное государство, которое способно извлекать централизованные уроки и предпринимать централизованные усилия по исправлению недостатков. А в Украине децентрализованное государство, хуторская диктатура, которая не способна всерьез ничего сделать. Доказательством 45% выполнения гособоронзаказа в военное время. Что же вы хотите в мирное? Значит, как вы думаете, как будет устроен послевоенный мир? Какие вы видите сценарии развития? О, друзья Евгений мои. Хорошев. Вы не заморачивайтесь, как бы он ни был устроен, это годика на 1,5-2. Дальше начнется все сначала. Даже у нас, а в мире вообще не прекратится, будет идти только по нарастающей. Впереди 10-15 лет войн, весь мир будет воевать. И мы в том числе. Поэтому послевоенный мир, это когда? После 1935 года, там будет все очень сильно по-другому. Рано предсказывать. Могу Да, сказать, что мир поделится на большие кластеры, скорее всего, в результате. И в ходе войны, и в результате войн. значит, добрый вечер, Рауф Рахматов. Добрый вечер, Алексей. Зачем Германия не хочет дешевый российский газ, а хочет зависеть от США? Она хочет дешевый российский газ. Просто Россия и Америка ставят Германию перед фактом, желая создать этот Америка, Укрэнерго, да, вернее, Росэнерго, да, и торговать там снова через посредника. Сергей Сержс. Зачем Зеленский пристрелил своего первого переговорщика? Я так понимаю, это про Киреева идет речь. Понятия не имею. Сколько будут разминировать Украину и сколько это будет стоить?
Ну, прикидки были еще в 22 году, что на тот момент заминированные территории, если бы саперы всего мира, все саперные подразделения существующие, одновременно занялись разминированием и ничего бы другого не делали, то где-то 40 лет разминировали бы. Сейчас это... Ага. Значит, Алексей, Станислав Ха. Алексей, 2 недели задаю вопрос про неизбежное перемирие. С какими русскими и украинцами говорил Путин в фильме про 25 лет правления? Вы поняли, о чем он? Я не смотрел этот фильм. А, Алексей, ну, это уже такие вопросы, хотя, ну, друзья, там, жалеет ли Алексей Арестович, что он был в команде у Зеленского, ну, вот такие моменты. Ну, если вы помните, я перед самой войной же ушел из команды Зеленского 18 января 22 года. Я вернулся только по войне, потому что, ну, так получилось. Я уже тогда дал оценку им, кто они такие. Но война – это исключение. Пришлось... Я же не на команду Зеленского работал, и даже не с командой Зеленского. Я решал свои задачи в отношении украинского народа. И не только украинского, российского, всех, кто у меня служит. Вот и все. Для того, чтобы эта война не провалилась в еще более черное, в то, что она провалилась сейчас. Это была моя основная задача. А то, что для этого пришлось постоять на трибуне офиса, ну, постоял я до начала апреля, а я с него добровольно ушел с этой трибуны. Заметьте, я не принимал участие в телемарафоне. Ну, только когда транслировали. Ну, транслировали, я же не просил меня транслировать, правильно? А, Какой-то странный вопрос. А Арестович не хочет быть мэром Киева? Нет. Нет, не хочет. Мария Гончар. Здравствуйте, Алексей. Как, по вашему мнению, можно устранить ту ненависть в Украине, которая есть сейчас? Как вы планируете это сделать после войны? Пример показать. Изменить содержание центрального сигнала. Показать, что государство это не одобряет. Власть это не одобряет. А за те, кто это нарушает, как бы у них, к ним будут применяться меры, прописанные в Уголовном кодексе. А права и свободы граждан будут обеспечены Конституцией, и вся политика будет направлена на то, чтобы их не просто сохранять, а расширять. Все очень просто. Наехал украиноязычный на русскоязычного. Статья 225, по-моему. Наехал русскоязычный на украиноязычного, опять же 225. Или какая она там, это надо уточнять. У нас никто ни на кого не наезжает, все друг друга любят. Да, друзья, вопросов на самом деле очень много. Вот прям очень много. И на канале Алексея у нас там 52 тысячи практически. На моем 22-23, вот так вот туда-сюда. Мы очень благодарны вам за то, что проявляете интерес, внимание. Давайте так напоследок. Трость ваша с вами, спрашивает пользователь. Не, не брал я сейчас в путешествии, не взял. Друзья, трость, все хорошо, все на месте. Да? Ну, вы там, просто вы там в ответ на вопрос в прошлый раз обещали там подарить, да, в случае. А, в этом смысле? Да, Ну, если случай избрания подарю, напишите мне, конечно. когда станете. Да. Когда я Договорились. стану. Друзья, как говорится, на том же месте в тот же час, понедельник, 21 час, на канале Александр Шелест, Алексей Арестович, наши разборы, мнения, мысли, анализ и, наверное, даже чуть больше, чем просто комментарии этого Можно я всего скажу сумасшествия. за финалю двумя предложениями? Ребята, вам сейчас мозги парят Стамбулом, вам перед этим парили их там еще чем-то и будут парить дальше. У меня убедительная к вам просьба, оставайтесь людьми. Понимаете, все самые черные беды в жизни случаются не потому, что Зеленский, Трамп и Путин что-то решили, а потому что вы решили добровольно расчеловечиться. Война не адвокат, война прокурор. Все, что вы сделали по войне, не будет списано. Будет только усилено. Оно скажется на вас, на ваших детях, на ваших внуках. Я не хочу впадать во всякую эту эзотерику, но я это навидался, я это видел многократно. Догонят болезнями, догонят неудачами, догонят потерям смысла жизни и многим чем другим. Не списывайте на войну, не надо. Ненависть. Не надо ненависти, плодите любовь. Лучше занимайтесь любовью или хотя бы удерживайтесь от ненависти.
Все ядовитые грибы в политике, на которые вы все привыкли жаловаться, растут на людях, которые добровольно отказались от совести и мозгов. Я изо всех сил ногтями цепляюсь, чтобы хоть кого-то удержать от того, чтобы валиться дальше в то, что валится Украина. Ну, как могу. Одного удержу, и то хорошо. Это основной результат моей деятельности. Если для этого надо анализировать военно-политическую обстановку, я проанализирую. Но уж извините меня, я всегда буду занудным и всегда буду сводить это к состоянию ваших мозгов, сознания, совести, сердец и так далее. Не делайте этого, не надо, поверьте мне. Не плодите чуму в этом мире, ее и так очень много. Не плодите, не надо. Война не оправдание, война все только ухудшает. Вообще война это плохо. Война это очень плохо. И будем наблюдать, куда вывернет, чем закончится, будут ли вообще состояться ли эти переговоры 15 мая. Обо всем и не только об этом смотрите в прямых эфирах. Алексей Николаевич, спасибо большое за время и мысли. Друзья, всем добра и света. Увидимся. До скорого.